Господа, хотите познать по-настоящему темную и мрачную РПГ? Специально для вас уже создана игра, которая называется Raid Shadow Legends, прямо в вашем мобильном или даже на ПК. В игре уже доступен долгожданный боевой пропуск. Выполняя ежедневные и еженедельные задания, вы можете выиграть различные награды. И, конечно же, напоминаю вам, что теперь играть можно не только на мобилке, но также на персональном компьютере. При этом все ваши достижения будут синхронизированы. Что выиграл здесь, то выиграешь и там. А до 30 марта Raid проводит специальный конкурс среди тех новичков, кто скачает игру именно по моим ссылочкам в описании. 6 из них получат по 11-му айфону. Ну а 3 самых прокачанных новичков будут поощрены суперпризами. Главное, не забудьте подключить свой аккаунт к Facebook и Plarium ID. Так что прямо сейчас переходите в описание и качайте Raid именно по моим ссылочкам и получайте 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в подарок для всех новичков. И я серьезно. Это Raid Shadow Legends. Да, все, я готов. Подожди, что-то не это самое. По насосу все накачалось. Накачалось? Угу. Ну вот. Так, вот здесь. Что? Это трамблер. Все понятно. Но все, тогда пушка надо забирать. И теперь уже точно здравствуйте, господа, это рубрика дешевки, и сегодня у нас очень необычный пациент. Это луазик, и луазики за полтос можно найти, их вообще горы. Просто открываете Авито, Автору, Дром еще, люди говорят, существует, и там навалом этих луазиков. Они все неедущие, околостоковые, гнилые, убитые. Сокровище за 70 рубасов. И самое главное, что дело даже не во внешке. Внешка в луазике меня вообще мало интересует. Луазик в стоке — это удручающее, никуда не едущее, странное, холодное, сложное, какое-то непонятное существо. Но этим конкретно луазиком занимались. Здесь уже сделано все то, к чему люди идут годами. Вся борьба, все страдание с луазом, которое нужно пройти, оно уже практически пройдено. Осталось только добавить старого советского трехкопеечного, и тогда точно поедет. Значит, самое главное, здесь решены проблемы с мотором. В стоке луазик идет на моторе от Запорожца. Это Вшка 4-цилиндровая на воздушном охлаждении, по-моему, 40 лошадиных сил. Конечно, это никуда не едет. Давай, ты тут заходи, а я здесь. У нас, вы посмотрите, божественный восьмиклоп, божественная вечная полторашка, причем это полторашка от десятки, то есть это реально восьмиклоп на карбе, ему ничего не будет. С ним агрегатирована радикатаказия, вот таким образом, не хочу в это вмешиваться, пусть работает так, Первый выезд все покажет. Гидроусилитель руля, Господи Иисусе, комфорт, вы можете крутить, тут прям все очень нарядно. Почему он приехал в Джаггер гараж, а почему мы не сразу ломанули на нем в лес? Потому что наша радость была бы неполной без того, что здесь не работают тормоза. И вы скажете: Костя, зачем ехать в лес? Какой смысл, если у тебя вот это вот придонье? Причем это не регион, это то, что я называю колеса. Но вы офигеете, вы просто офигеете. Потому что, во-первых, в комплекте идет защита, которая будет нас защищать. И самое главное, в комплекте идут... Дядя Вань, ты готов? А, ты видел на фотках?
26-е трактора. То есть провокационно очень они выглядят. Прям их надо хочется сразу сюда ставить. Ну, и просто... То есть у нас нет проблем с тем, что у нас не хватает мотора, понижайки и всего чего остального не хватает в этой машине. Заварить там просто с задним сразу редуктор, просто полуось вот распасило, чтобы на пол леса просто, чтобы в белку. Одна полуось в белку, второй бобра, все сдохли, я еду просто, все, ЛуАЗик. Он тентовый, то есть это самая легкая в своем классе модификация, которая только могла быть. И он даже заводится. Осталось только сделать тормоза и все. Так говорят, тут каждый, кто попадает в ЛуАЗик, вот тут осталось вот так вот, и поедем. А мы что, не лохи, что ли? Мы так же, как и все, тоже думаем, что сейчас и поедем. Блокировка переднего, полуось, вот та, смотри, смотри твоя. На крестовинах, смотри, никаких, ни шрусов. Да. Нет, рейка через рычаг, вот это просто, это космос. Да, хребтовая рама. Все блоки обоссаться. Вот это просто будет. Сделано в СССР. Не, ну если знак качества, то тут как бы... И выхлоп, видишь, ближе в салон сразу идет. Просто, что ты в диком угаре вообще на ней носился по лесу. И не вдуплял вообще, что происходит с тобой. Лютая хрень. Обалдеть. Раздача такая отдельно стоящая здесь. С коробкой в корпусе в одном, как я понимаю. Да, обалдеть. Ну то есть весь самый лютый гемор до нас проделали. У нас задача просто выехать, сразу порвать коробку и спать. Все, вот просто идеальный план. Блин, да мне даже стрёмно так, когда она едет, я просто смотрю на это все. Ну это просто хардкор какой-то. Почему-то очень страшно. А дальним... Нет, рулюхи нету, да, дальнего, ближнего. Надо найти. Что делаем-то? Заводимся, выезжаем, что ли? У нас тут... Как задняя-то включается? Да, как пятая. Пятая это задняя. Все выхлопные газы идут ровно в салон. Прямо вообще 100%. Коронавирус не пройдет. Оффроуд! Это топ. Там просто бензов вообще в канистре что-то, я не знаю. Ну вот да. То есть видишь, сколько он там цеплял, хер знает. Какое там? Все, бля, поехали. Сел, значит, все, согласился. Это фейк такси. Да. А, я еще массу уже вырубил. О, блин, другой разговор. Совсем не то. Где блядь, понижайка. Да нет, это не пониженная, это какая-то... Спереди нормас, ты знаешь. Тормоза-то!
Это очень злое дерьмо, Никитос. Подвеска не работает вообще. То есть, ну, мотор там какой-то есть, допустим. Ничего не понятно, как оно, куда вообще. И сложно просто ехать даже прямо, в общем. Пойдем греться. Интересная особенность, поскольку наша легенда отличается легендарной несбалансированностью, и на морде веса здесь космос сколько много, а на сзади его вообще нет, плюс у нас еще восьмерочное двигло, получается морда нереально тяжелая. В комплекте шла резина от квадроцикла. Квадроциклы имеют специфическую особенность, передняя резина уже, задняя шире. Так вот в нашем случае получится, чтобы сбалансировать хотя бы количество зацепа, то у нас на морде будут стоять широкие колеса, а в задней части будут стоять узкие колеса, потому что эта вот задняя часть все равно ничего не весит. Видите, вот эти две ручки для переноски ЛуАЗа специальные, ну, если в аэропорту там с собой, знаете, как с чемоданчиком идете по тролловатору. Так вот, реально эти ручки, действительно, если подойдет два человека, ну, не как я, человека в смысле, то они могут этот зад реально поднять и переставить. С мордой, естественно, так не получится. Там с мордой вообще, на самом деле, с мордой жопа в ЛуАЗе, вот если вкратце. Потому что конский огромный вынос, вот этот просто, вот сюда можно еще, вот этот мост, он должен стоять был вот здесь. Просто вот здесь. Но поскольку у нас продольный, мать его, мотор, за которым стоит коробка, получается вот такой передний свес. И при всей оффроудности этой машины с вот таким свесом этот крокодил в любом случае, как крокодил, так и крокодит, так и будет крокодить. Но ехать у него толком никуда не получится. Первый выезд подтвердил легендарность конструкции ЛуАЗа. Дело в том, что сразу же отхлебнул колесный редуктор, вернее вал внутри колесного редуктора. Ну, благо на сегодняшний день на Авито сейчас стоит один новый колесный редуктор за 7,5 и еще задняя подвеска в сборе, в которой включены в себя два колесных редуктора за 4300. Поэтому наша задача сейчас в ночь или завтра рано утром найти все-таки этот колесный редуктор, уже в сборе поставить его вместо нашего поломанного и поехать. Ну, что-то мне подсказывает, исходя из того, что это отхлебнуло просто вот здесь, пока я тут катался по ровным дорожкам, что нужно действовать или очень в натяг, что логично, потому что когда мы ставим вместо мотора в 40 сил мотор в 70 сил, видимо, по моменту приваливает в 2 раза больше, чем хотелось. Плюс трактора, огромные колеса все-таки. Надо будет действовать в лесу, но очень аккуратно. Наконец-то мы вырвались на оперативный простор. Еще также у нас настроенный карбюратор, естественно, помененный новый один колесный редуктор, левый. И у нас есть шноркель, потому что при высоте автомобиля вот здесь воздухозабор. Воздухозабор в стоке вот здесь. Она никуда бы не доехала в стоке. Поэтому у нас есть шноркель, который сейчас на уровне плечей. То есть это как в стоке воздухозаборник примерно у Wrangler с завода, практически на лифте. Все равно это не очень высоко. Но, тем не менее, сюда я доехал на переднем приводе. Без блокировок, без полного, без ничего. Просто на одном передке. Все уже шли на полном, и мы не будем рассказывать, что Wrangler сел. Ну, в конце концов, может быть, навыка у водителя не хватало. Так или иначе, мы на входе в маршрут. Я ставлю что-то типа около полмаршрута, если хорошо. Мне нельзя газовать, потому что мы порвем редуктора, хотя у меня есть двигатель. А мне нельзя бросать сцепу, потому что полуоси все вот такие вот, их сразу срезает. А у нас радиатора такие, его, наверное, будет не хватать, машина будет кипеть. Мы начинаем. Давай сразу понижайку и пробуем.
полный привод и пониженная, но едет довольно-таки уверенно. Мама! Вода течет в салон! Чуть-чуть нам глубоковато! Ну нормально, пока едет. Так, надо выключить понижайку. Ну в такой атмосфере примерно придется мне сегодня весь день, я чувствую. Ну вот так примерно я сейчас и поеду. И никаких других шансов у меня это исправить нет. Он пар идет прямо сюда. Потому что подкапотка соединена с салоном. Вот у нас так выглядит зарядка, причем она, амперметр работает, видите? А происходит это потому, что ремень наш выглядит вот так. Надо ставить паразитный ролик, но его не было. Но нам, в принципе, и пофиг. У нас есть бустер и машина вторая, чтобы заводиться. И все это вот на такой высоте, да, вы прекрасно понимаете. Он просто в воде нон-стопом, он ничего не генерирует. Да ёб твою мать! Так я не хочу на оффроуд! Ну да, судя по этим симптомам, зарядки у нас реально нет. Ему кабзда. Сколько осталось бустера? Two hours later. Так, все, я погнал. Да твою ж, мать-то на... И луазик, и все, и ведется, да? Да твою медь, блядь. Толкни меня, я на передачу поставлю и заведусь. Я Давай, я уже на передаче, толкай. Е-бой! Едем! Педаль в полу! Трындец, я ничего не вижу! Что делать? Секундочку! Капец, куда ехать? Твою ж налево! Оу, бичес! Оффроудска! Это очень сложно, больно, страшно, неудобно. Даже вот сейчас в этих вот супер лайт лужах я ехал, газ был в полу. Хотя у нас стоит уже примерно 60-70 сильный двигатель, не 40-ка. Но эти трактора, они там цепляются за что-то. Плюс все-таки полный привод, задний блок у меня включены, переднюю я не включаю, я просто боюсь. Хотя что бояться, здесь зад от передка ничем по сути не отличается. Редуктора одинаковые и все остальное. Очень жарко, оно не заводится. Естественно, мотор всегда под водой. То есть даже на таких простеньких лужах уже салон прям вот начинает пополняться. Мы продолжаем. Что, если в нем стоит штатная вешка от Запорожца на 40 сил? Я не представляю, что происходит вообще с ним на бездорожье в этот момент. Наверное, ничего, он просто встает и все. Вот впереди прям хорошая лужа. Причем вот эта первая, это маленькая фуфло, а вот за ней можно сразу вот на ту вставать. Там все сидят, да. Сейчас, давай, он зафигачит зад туда, бам! Есть, пошел, давай, давай, давай! Да ладно! Он едет! Ой, я ничего, очки запотели! Вода! Е-бой! Мама!
меня запотели очки даже, я ничего не видел, что происходит. За счет того, что он маленький, да, кажется, просто мясо утонул по стеклу, такое ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Конечно. Просто такой трэш. Боевка. Там даже по меркам боевки было так ничего, кстати. А там вторая лужа сейчас его должна убить, обязательно должна убить. Но он неплох, надо признать, если боевки было по капот. По сути, единственное, что ты можешь делать в ЛуАЗике, это зажимать газ в пол, но плавно, не бросая цепу, и дальше... Все, покидос, пацаны! Поминайте лихом! Нормально, задняя! Да какое? Все, меня расклинило. Давай лебеду. Все, капсда! Удобно. На корень меня кинуло на этот, да? Ничего не вижу, в лобашку доехал вообще. В этом моменте, господа, мы прощаемся с качеством. Ну, звук мы вам еще оставим, хорошо. Но далее будет только GoPro, потому что ситуация ЛуАЗ. Значит, подклинивает коробку. Мотор, несмотря на все, что мы с ним сейчас там делали в луже, он жив, работает. Но работает он странно. Такое ощущение, что осталось 3 котла. Даже пошла зарядка, но реально подклинивает коробку. То есть возникает иногда ситуация, в которой ты с выжатым сцеплением тащишь машину на тросе. Мы просто сейчас в атаке битвы почему-то это не снимали, потому что у нас уже кончились все операторы, их больше нет, только Игорян остался один, красавчик. То есть тащишь машину на тросе, сцепление выжимаешь, а колеса все стоят колом. Клинит. При этом, если ты пытаешься сцепление отпустить на нейтрале, мотор глохнет, то есть клинит со всех сторон. Сейчас протащили, вроде разлочило. Мотор при этом работает странно, но хотя бы есть зарядка. То есть у нас все перетыкается, все, блокировки можем все даже включить. Дальше, ну, передок можно выключить, окей. Ну-ка, все это работает, она даже заводится. Ну-ка. Не, все равно, смотри. То есть любая передача, неважно, все, нейтраль. Да хорошо, давай первую воткнем, да? На первую, ну тронуться же должен. О, что это было? И дальше, что-то мы сорвали в нем, короче. Давай понижайку. Ну это понижайка. То есть коробка в нейтрале, рычаг понижающий в понижающий. Вот что происходит. И как будто его держит опять, видишь что-то, как будто ручник. Непонятно. Что-то там не то. Или тормоза подклинило, или что? О, цепу теперь можно отпустить, смотри, не глохнет. И стук коробки появился. Нет, свист. О, даже удары в коробку идут, слышишь? Короче, коробку мы размолотили. Видимо, или сателлиты, или главная пара. Скорее всего, срезала зубы с главной пары. И когда они попадают на место, где зубов нет, оно клинит в этом моменте. Зуб на зуб попасть не может. Короче, надо выгребать в сторону дома отсюда. Вот так. Я предлагаю заштурмовать лужу. Последний раз.
Эту? Да. Без шансов. Я знаю. Ты слышишь, какой звук коробка издает? Я знаю, но надо попробовать. Нам надо в обратную сторону выезжать. Смысл? Ее заклинит прям в луже и все. Ну и все. И мы поедем спокойно домой. У вас Нам всё. бы эту сейчас в обратку пройти. Это ты на боевке, а я на Я луазике. тебя дотащу, не переживай. Давай уже громкий поехали. Ну, у тебя луаза больше не будет. Он всегда в тебя вписывает. Но это как-то неправильно все, пацаны, то, что мы делаем. Я знаю, весь YouTube неправильно. Хорошо, давай для начала попробуем просто развернуться Давай. и примем решение. Давай. Короче, последний дубль. Пан или пропал? Точно будет очень больно. Я это знаю. Да не может этого быть! Она вывезла! Ёптель ты моптель! Все, капец! Она вывезла! Серьезно! Ты это видел? Насколько ей не хватает двигла? Она даже по прямой не может. Там, по-моему, на капот шло уже в конце, да? А я не могу остановиться, у меня все время в полу, понимаешь? Если я хоть чуть отпущу, она сядет, но в итоге она села. И потом это сцеплением. Короче, надо посередине было ехать. Михалыч, не надо. Не надо, Михалыч. А вдруг? Сейчас он психанет. Я так скажу, луазик может. Прям, ну скажи может, да? Но такое ощущение создается за счет чего? За счет того, что он очень маленький. А может он там, где едет машина на 33-х, лифтованная, с блоками и со всей вот этой чепухой. Но правда и он на тракторах, секундочку, это сильно подготовленный луазик, в котором мотор от 8-ки, то есть сколько-нисколько, а в 2 раза больше лошадей, чем в Вэшке Запорожце в нем должно быть. В нем все блоки. Это топовый конфиг, все блокировки. Не хватает только понижения в редукторах 2.0. Здесь оно 1.26, еще были 2.0. Их можно поставить, и тогда гипотетически он должен вообще ехать. Но он все равно остается очень низким. Эти лужи, если сейчас поедет боевка, будут ей по фары. У него уже лезет на капот. Мотор всегда под водой. Если бы не было шноркеля, у нас не было бы 1% даже шанса, чтобы пройти это препятствие. Я не знаю, что сказать, но он крутой, однозначно, да? То есть я не верил. Я не верил. Он крутой, и он до сих пор живет. Но гнать его дальше бессмысленно. Коробка, все, коробка точно приехала. Там такой стук. Это и так уже просто на грани живет. Это просто уже за гранью, мне кажется, живет. Это бесконечный источник адреналина. Все! Это газ в полу, я ничего не могу поделать! Давай! Я с тобой вместе сдохну, но мы вылезем! Раскручивайся, пожалуйста, мотор! Не хочет! Нет! Я буду умирать с ним, пока он не заглохнет! Пинцет, как холодно! Ноги! Но это безвыходно! Все, там 2 цилиндра осталось, готово! Все, братан, прости, я пытался! Это свежо! Это очень свежо! Ой, заливается.
мотор отказал, он бы выехал. Ну все, 2 цилиндра осталось. Я давил в пол. Да, это бы не надо было даже сюда брать, он бы выехал. Нет тут проблем. Он в ту сторону проехал и сейчас. Но мотор уже доживает, все. Ну 2 цилиндра, ты же видел, да? И у него в полу нажато там был бы газ, я бы выехал в ту сторону. Он бы выехал, я не вижу здесь проблем для него. Это чисто... Он так выглядит просто потому, что он низкий и маленький. Вот большая машина здесь бы выглядела просто, она бы стояла и стояла. Не было бы в салоне этой у него воды и так далее. Все было бы с ним в порядке. Ну все, давайте разматываться и тащим. У меня-то вода в ногах, мне как бы тут разглагольствовать не особо сейчас актуально. Слушай, ну все, он победил. У него звук такой стал тракторный уже совсем, все. Там 2 цилиндра осталось, но он реально победил. Он красавчик. Капец, как он вывез из этого всего в таких условиях. Просто бы нормальный мотор, и мы бы уже ехали сегодня как прям дьяволы. Зарядку сделать, соответственно, мы бы никогда не мучились, да, с тем, что мы не могли завестись. Исправный восьмиклоп с исправной системой зажигания. И тогда он бы, соответственно, вытаскивал бы с бродов снизу. Но все равно, когда мотор всегда так низко, вероятность того, что что-то зальет и что-то отхлебнет, чудовищно огромная. Не должно это все постоянно жить под водой. Он просто очень маленький и скромный. И больше ему уже не стать, к сожалению. Там еще и 3 мухи, смотри, это утопленники. Песос. Итак, ЛуАЗ. Прожив с этим образцом отечественного проектирования, конструирования 3 дня, немного его починив, довольно много, как я считаю, и много. Вот 2 часа, проведенные за рулем ЛуАЗа, господа, это жизнь. Я понял, что это даже не средство против оффроуда. Это средство борьбы с самим ЛуАЗом. ЛуАЗ был построен для того, чтобы вы ему сопротивлялись. Ежесекундно эта машина хочет вас убить, уничтожить. Она сопротивляется любому движению, которое вы хотите с ней сделать. А если вы его тюнингуете, она радостно размалывает во все стороны шестеренки и говорит: чувак, что ты хотел? Это не завод. Хотя вроде как из завода тоже он был не самый надежный. В итоге, если вы хотите купить аттракцион, вам сюда. Господа, если вы любите преодоление, чувство героизма вечером от того, что вы преодолели обычный лайт-маршрут, который доступен сток плюс резина, скажем, вот такому конфигу, у вас здесь все заряжено, вы рубитесь. Жестко. При этом недостаток его является в чем? Что... Допустим, у нас конченый мотор, да, это явно кто-то его с помойки сюда нашел, поставил. Здесь родная вэшка на 40 сил, это далеко не космос. И у вас нет вариантов здесь для оффроуда, типа супер в натяг, типа здесь я дам так, сделаем, дам сяк. Нет, всегда дико не хватает мотора. Все, что вы можете сделать на любом препятствии, это вдавить газ в пол и пытаться ехать по траектории. Вы не можете сманеврировать, вы не можете дать сцепой, вы не можете здесь притормозить, потом пойти в разгон и так далее, переключить передачу также невозможно. Понижайка одна, и
она заменяет одну передачу вперед. Все. И если вы едете вперед и вы завязли, вам нужно рычаг вниз, рычаг влево, основную коробку задней. Что? Нет времени на раскачку. Да, господа, это ровно про эту машину. Это было сделано в 60-х. На механике вы не можете здесь поймать раскачку. Вообще вы очень мало чем, вы постоянно тонете. Ватерлиния ваша вот здесь. То есть это выше бедра. У всех остальных это примерно вот по пороге. Еще только там что-то по брюху. Здесь уже жестко. Луаз — это безусловно впечатление. Безусловно, если бы я не проехал на Луазе, я бы не знал, что так жестко бывает на том самом маршруте, на котором я все время езжу вечерком развеяться, понимаете? Это круто, это удовольствие, это фан, это атмосфера, это, если хотите, религия. Но это не для этой жизни. Он не из нашей секты. Это 100%, это другая тема. И за 70 тысяч рублей это реально круче, чем УАЗик за 70 тысяч рублей. Но здесь вот так вот Нива. Просто здравствуй, просто как дела за 70 тысяч. И Нива на 31-х, не знаю, порвет ли она его в клочья, но битва будет очень жесткая, однозначно. Но это уже не на этом канале. Честно говоря, я все понял. Вкладывать сейчас в эту машину еще сколько-то денег, чтобы она снова прожила еще одну катку, потому что не может жить машина, когда постоянно вот так мотор в воде, весь по кастрюле прям. Это немножечко не для нас. Мы это уже все проходили. Этот луазик нужен людям. И в следующей серии, не на этом канале, вы его увидите у Димона с Игоряном. Combat Crew. Потому что там пацаны реально восстанавливают круто луазик. Там да. И им нужно это железо. Поэтому он сейчас спокойно берет и уходит им. Смотрите дальше его судьбу у них на канале. А для меня это была одна из самых удивительных рубрик дешевки и прям какая-то новая вселенная. Спасибо тебе, Луаз, тем не менее, за то, что ты есть. Ты был сделан для этой страны, где люди любят боль. Ты красавчик. Твои конструктора, сколько бы ты их ни материл, ты понимаешь, что да, это ровно то, что я хотел. Я хотел, чтобы было больно, и было больно. Да, и он самоходом вернулся на базу. Удачи вам всем. Искренне желаю вам попробовать, что это за тачка. Возьмите ее у друга и просто пропитайтесь этой атмосферой. И пока.